Друзья, всем привет! Интересная тема, мне самой нравится смотреть подобные видео. Хочу сегодня с вами рассмотреть состав, как изготовлено, где изготовлено, что нужно выбирать, когда мы покупаем шпроты. Скоро праздники, наш любимый достаточно продукт, во многих семьях он употребляется в пищу, многие любят. Взяла в Магните сейчас 3 упаковки шпрот. Они все шли по акции, ну, акция не акция, в средней ценовой категории. Самые дорогие я не стала брать, здесь есть самые дорогие, есть самые дешевые. Сейчас все покажу и расскажу, как вообще вот общее, как выбирать, чтобы не нарваться там на какой-то фальсификат и так далее, чтобы они были вкусные. И в конце откроем и посмотрим, как они выглядят. Друзья, смотрите, вот 3 банки. Первая банка это стоила 109,99, 160 грамм. Вторая банка стоила 79,99 за 240 грамм. Смотрите, насколько больше. И вот эта банка стоила 99 рублей 99 копеек, 100 рублей. Тоже за 160 грамм. Конечно, мы знаем, что высокая цена не является гарантом высокого качества, всякое бывает. Теперь давайте посмотрим на адрес производства шпрот. Если видим, что цех находится вдали от места вылова, то это верный признак того, что была рыба заморожена перед тем, как попасть сюда. Эта рыбка изготовлена в Калининградской области, в городе Светлый, поселок Взморье. То есть здесь в составе балтийская килька, так и прописано. И изготовлена сама рыба там же, на этом же рыбзаводе. То есть с большей вероятностью можно предположить, что эта рыба не заморожена. Теперь смотрим, вот смотрите, на обратную сторону. Конечно, нужно смотреть, чтобы вот дата изготовления была где-то осенью. Здесь, конечно, этого нет. Это март. Осенью рыбка жирнее, сочнее, вкуснее, можно так сказать. И также еще стоит обратить внимание на вот эту цифру 137. И 137 означает, что это балтийская килька. Всегда на всех упаковках, где есть цифра 137, это означает, что это балтийская. Здесь есть срок годности, и вот эти 2 цифры, это означает номер смены, то есть маркировка нам не совсем интересна. Теперь, если посмотрим на состав, в составе, как вы знаете, должно быть рыба, понятно, масло и соль. Здесь в составе килька балтийская, масло растительное, масло горчичное и соль. Ну и осталось, друзья, нам открыть ее. Вот так вот выглядит рыбка. Это я подковырнула, потому что не воспользовалась лайфхаком, и у меня оторвалась вот эта штука. Рыба на вид прям действительно классная, плотненькая. И когда ее берешь, она прям вот цельненькая, да. На вид прям отличная. Масло не мутное, все отлично. Это очень дешевые шпроты. Наверное, здесь что-то такое есть. Да, конечно, это 100% сделано из замороженного сырья, так как адрес производства и адрес нахождения этой фирмы – это город Москва, происхождение, по-моему, город Люберцы, если я не ошибаюсь. В составе здесь есть соль, есть рыбка, есть жидкий дым, то есть ароматизаторы, куда же без них. Но здесь 240 грамм и цена 80 рублей. Это говорит о том, что если есть такой ароматизатор, то рыба в составе не копченая, не традиционным способом имеется в виду, а вкус создается при помощи жидкого дыма. И вообще, если вы хотите купить очень качественную суперпродукт, шпроты суперпродукт, ищите метку с надписью «Экстра». Отличается? Сильно, мне кажется, отличается от этой рыбки. Много масла. И давайте попробуем ее поддеть. Она вся вот такая
Если делать какие-то бутерброды, то будет выглядеть некрасиво. Что я еще здесь заметила? Хвостики не подрезаны. Видите, да? Ну, а эта рыбка совсем по-другому выглядит. Но качество, например, по сравнению с этой, она совсем-совсем мелкая. Даже с этой очень мелкая. Видно, наверное, разницу. И сейчас посмотрим, попробуем ее поддеть. Вот такая рыбка. Она тоже не плотная, она распадается. Также не убраны хвостики. И она очень-очень мелкая. Тоже, видите, вся такая некрасивая. То есть для бутербродов она будет смотреться некрасиво. Распадается вся потресканная. Друзья, ну вы сами сделаете выводы. Теперь, наверное, может быть, вы поймете чуть-чуть, какую рыбу выбирать для стола. Ну, имеется в виду шпроты. Если вам интересны подобные видео, то дайте знать. Я буду дальше снимать, покупать что-то, тестировать. Мне самой очень нравится эта тема. Может быть, вы чем-то дополните. Или просто напишите какой-то комментарий под этим видео. Вам не трудно, а мне приятно. До следующей встречи. Всем пока-пока.